Добрый день, туркменистанцы, туркмены мира, ну, кто где живет. Я обещал, что видеозаписи будут 2-3 раза в неделю, но немного свободного времени есть, поэтому я решил все-таки сделать. Сегодня мы поговорим про такую тему, как Туркменский Хельсинский фонд, и рассмотрим детально, максимально постараемся близко подойти к сути. Извините, я простыл немного, болею, поэтому тепло оделся. Итак, сегодня мы поговорим про... Сегодня я расскажу вам про Таджигуль Бигметову и Туркменский Хельсинский фонд, который она возглавляет. Сегодня я расскажу вам о своей встрече с Таджигуль и что из этого вышло. Встретился я с Таджигуль Бигметовой в Стамбуле, в небольшом таком ресторанчике на 2-м этаже. Я пришел туда со своим другом. Я нуждаюсь, ребята, до сих пор в убежище на территории третьей страны. Да. Я договорился о встрече с Таджигуль. Там, кстати, присутствовала Дурсултан Таганова. Кстати, такая вот туркменская Жанна Дарк. Я попросил у Таджигуль помочь мне получить убежище на территории одной из европейских стран. Я получил отказ. Отказ Таджигуль мотивировала тем, что я должен сначала сам переехать в Европу, а там она мне поможет. Хочу задать вопрос Таджигуль Бигметовой. Таджигуль, скажите, пожалуйста, у меня очень сложный кейс. Если я перееду в Европу и подам на убежище, скажите, пожалуйста, честно, самой себе ответьте, на какой черт вы мне сдались? Вы мне вообще не нужны. Вы помогите тогда, когда человеку тяжело, и он обращается к вам за помощью. А когда я перееду, ни вы, ни кто-то еще из этих грантописчиков, правозащитников, вы мне не нужны. Если мне нужны будут рекомендательные письма, я не буду к вам обращаться за ними, я обращусь к другим организациям. Итак, что-то в этом роде у нас и произошло. Сегодня я не поленился, зашел на сайт Туркменского Хельсинского фонда. И, так, минуточку. Так, мой ноутбук. И я посмотрел, что у них там творится на самом деле. Я посмотрел партнеров Туркменского Хельсинского фонда и почему мне не смогли помочь. Может быть, на самом деле Туркменский Хельсинский фонд и не может помочь. Но я посмотрел, кто у них партнеры. А что такое партнеры? Это те организации, совместно с которыми Туркменский Хельсинский фонд призван решать те или иные задачи. Так вот, партнерами являются Туркменская инициатива по правам человека, Радио Азатлык, некий проект Туркменистана, о котором я не знаю, Европейский суд по правам человека, Болгарский Хельсинский комитет, Международная лига по правам человека, Верховный комиссар ООН по правам человека. Таджигуль, вы не могли с ним связаться и сказать, что у нас есть правозащитник, которому нужна помощь и чьи права ограничены? Я в конце концов беженец, я бежал. Я ищу убежище. Почему вы не сделали то, что должны были сделать? Итак, дальше. Международная Хельсинская федерация по правам человека. Некая Penal Reform International, этого я не знаю. Комитет защиты журналистов. Об этом комитете мы поговорим отдельно. Тоже есть претензии. Такая Гульнози Саид. Международная амнистия пропускаем. Репортеры без границ. Кстати, эта организация Репортеры без границ, я к ним обращался, но они не ответили, не знаю причину.
обращусь еще раз. Вы могли к ним обратиться. Государственный департамент США, Ассоциация по предотвращению пыток, Репортеры без границ, Польский Хельсинский фонд, Human Rights Watch, Международный уголовный суд и самое главное, вашим партнером является Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Я беженец. Так почему вы мне отказали? Почему? И дальше. Самым последним написано договоры ООН. Теперь давайте мы посмотрим, что из себя представляют эти договоры. Вот договор ООН, по каким договорам действует Туркменский Хельсинский фонд. То есть не по договорам. У Туркменского Хельсинского фонда, извините, есть устав, внутренний устав, определяющий цели и все прочее. Вот. Туркменский Хельсинский фонд, когда ты переходишь на этот сайт и смотришь в самом низу, кто мы. Я хочу вот что сказать. Здесь обозначена общая информация. И потом идет заявление Туркменского Хельсинского фонда. Что здесь сказано? Здесь описано, что Туркменистан является авторитарным режимом. Все прочее. И здесь сказано, руководимого Сапармуратом Ниязовым. Заявление было сделано в 2003 году. Алло, Таджигуль, проснитесь, пожалуйста. На дворе 2021 год, и президент Туркменистана это Бердымухамедов. Вы бы хотя бы раз заходили на свой сайт и хотя бы читали ваш устав, что вы обязаны были сделать и чего вы не сделали. Измените, пожалуйста. Итак, цели. Поговорим о целях этого Туркменского Хельсинского фонда. Вот этот фонд пишет, что уделяет особое положение в местах заключения, защите от пыток и издевательств. Сколько ребят сейчас сидит в тюрьме? Я сидел в тюрьме. Гаспар Маталаев сидел в тюрьме. Вы освободили хотя бы одного? Вы добились, чтобы с нами хоть кто-то встретился? Вы ничего не сделали. Хотя вы за это получаете деньги. Дальше я хочу спросить у Таджигуль Бегметовой. Граждане Туркменистана. Таджигуль, а вам известно, что в Туркменистане есть лица, не имеющие гражданства? Или иностранные граждане, проживающие по виду жительства? Я так понимаю, что вы решили, что я хоть и жил в Туркменистане, но у меня не туркменское гражданство. Вы решили, это дискриминация, я так понимаю, да, с вашей стороны? В случае нарушения конституционных прав граждан Туркменистана, которые не имеют возможности оспаривать данное нарушение, поскольку государственные судебные правоохранительные органы, к которым обращаются граждане, сами грубо попирают эти права. Таджигуль, скажите, пожалуйста, вы попрали мои права. Какая разница между вами и правоохранительными органами? Какая разница между прокуратурой и Туркменским Хельсинским фондом? Я вообще не вижу никакой разницы. Дальше идет заявление Хельсинского фонда. Туркменский Хельсинский фонд будет оказывать правовую помощь жертвам нарушений прав человека в виде консультаций и через участие в международном судопроизводстве. Таджигуль, а почему же вы мне не помогли? Вы обязаны, это ваш устав. Это то, что вы прописали, что фонд должен делать. Почему ничего этого нет? Я просто вас не понимаю. В пункте 5 граждане Туркменистана, опять граждане Туркменистана, а не граждане
А иностранные граждане, которые не имеют туркменского гражданства, вот я, например, по российскому паспорту проживал в Туркменистане, я как, для вас второй сорт? Или как вот правительство Туркменистана делит туркмен на чистокровных, а то, что у меня мама татарка, то я получаюсь полукровка. Вы тоже по такому принципу разделяете? Ответьте, пожалуйста, вот на этот вопрос. Извините, что я так грубо говорю, но у меня на самом деле накипело. Вот эта вот вся шайка якобы правозащитников, они сами нарушают эти же свои же уставы. Дальше мы поговорим о всеобщей декларации прав человека. Я вам назову, сколько статей нарушает сам Туркменский Хельсинский фонд в лице Таджигуль Бигметовой. В 6 пункте сказано, что политический режим в Туркменистане очень опасается международной огласки в случае попрания прав граждан и постоянно пытается скрыть эти факты. Таджигуль, а вы не пытаетесь это скрыть? Вы подслушивали разговор, какой-то там разговор между, я не помню кем, по-моему, там Юлия или Диана Серебренник была. Вы сами пытаетесь, вот вы правозащитники, вы сейчас объединитесь и начнете меня топтать. Но вам это не удастся. Скажите, пожалуйста, вот вы не попираете права граждан и не пытаетесь скрыть все это? Вы же просто грантопилы. Вы грантоеды. От вас пользы, как от козла молока. Вы, прикрываясь туркменским народом, вы ничего не делаете. Абсолютно ничего. Дальше идет здесь устав Туркменского Хельсинского фонда по правам человека, статья 2. В статье 2 сказано, что данный фонд это независимая общественная организация, которая не обслуживает отдельные партии, политические коалиции или лиц, действующих на основании закона о политических партиях. Таджигуль, вы, скооперировавшись с другими правозащитниками, были уже такие случаи, когда Юлия Серебренник вас критиковала. Вы же обслуживали чьи-то интересы. Вы противоречите своими действиями уставу с вашей же организацией. Дальше. Цели и задачи Туркменского Хельсинского фонда. Статья 4. Пункт 5. Защита прав отдельных физических и юридических лиц на территории Туркменистана и за границей. Таджигуль, вы были за границей, я за границей, я обратился к вам. Объясните, пожалуйста, причину отказа. Почему вы меня отфутболили, имея такой список ваших этих партнеров? Почему вы палец о палец не стукнули, чтобы чем-то помочь? Благодаря вашему бездействию, благодаря фашистскому обращению ко мне Комитета защиты журналистов, который превратился в комитет издевательства над журналистами и журналистами-фрилансерами, и издевательства со стороны других так называемых правозащитников. Скажите, пожалуйста, в чем причина отказа? Или я не чистокровный туркмен? Да, я полукровка, у меня мама татарка, и что теперь? Да, я русскоязычный, и что теперь? Вы распределяете нас вот так вот? У меня к вам вопрос, а являетесь ли вы на самом деле правозащитниками? Вот это вот, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос тоже мне. Далее, в уставе, в той же статье 5 сказано, что данный фонд поддерживает физических лиц всеми законными средствами на территории Туркменистана и за рубежом. Ну, вот я только что об этом и спросил. Где эта поддержка? Я ее не увидел. Вы меня отфутболили как мяч. Вы даже мне не предложили какой-то альтернативы. Вы мне не предложили, чтобы я обратился в какую-то организацию. Вы не соизволили даже написать в какую-то организацию письмо поддержки, чтобы мне хоть кто-то чем-то помог.
Вы просто мне сказали, что я должен выехать сам на территорию Европы. А если я перееду, вы мне не нужны, Таджигуль. Вы всего лишь 0,0. Вот я что понимаю. Вы такая же грантопильщица, как и все остальные грантопилы, правозащитнички. Дальше же здесь сказано, что вот, решения принимаются общим собранием и всем прочим. Что раз в год проводится общее собрание. Уважаемые подписчики и гости моего канала, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь слышали или видели это самое собрание? Хотя бы одну видеозапись, хотя бы какой-то документ, что там было принято, как там было принято. Вообще ничего нет. Далее, в статье 28. Я здесь не все статьи проходил, потому что, много уходит времени. В статье сказано, один раз в год данный фонд, Туркменский Хельсинский фонд, проводит проверку своей деятельности лицензированным экспертом-бухгалтером. Таджигуль, а где документы? Я просмотрел ваш сайт. Нет никаких документов, которые бы говорили, что была проведена проверка. Или вы сами стали лицензированным экспертом-бухгалтером. То есть вы проверили сами себя, не нашли никаких нарушений и дальше пилите гранты. Покажите, пожалуйста, опубликуйте отчеты этого самого эксперта-бухгалтера. Кто он такой, как его зовут, имя, фамилия, в какой организации он работает, или является независимым консультантом, или кем он там является на самом деле, если вообще такой. Почему вся информация скрыта? Объясните, пожалуйста, почему скрыта вся информация про Туркменский Хельсинский фонд? И вы обвиняете Туркменистан в скрытости. Мы хотя бы знаем, сколько в год Туркменистан тратит деньги на строительство. Там, если тратят 30 миллиардов, 15 миллиардов уходит на семью Бердымухамедова. Вот если взять весы и на одну чашу весов поставить правительство Туркменистана и Туркменский Хельсинский фонд, так вы на одном уровне. Почему все закрыто? Почему вы, прикрываясь народом, пилите гранты, а народ не может посмотреть, где вы взяли деньги, на что вы взяли деньги, на какие цели, и в конце концов, достигли ли вы этих целей, или вы просто прокатали, прожали, извиняюсь за выражение, просрали эти деньги? Пожалуйста, опубликуйте. И не нужно мне отмазки, там, извиняюсь за выражение, на самом деле отмазываться, что кто ты такой. Вы защищаете туркменский народ. Вы возложили на себя ответственность. А если вы это сделали, значит вы должны отчитаться перед туркменским народом. Я не требую отчета для себя. Я требую отчета для всех туркмен. Пусть каждый зайдет и посмотрит, на что вы получаете деньги, и на что вы их тратите, и вообще достигаете ли намеченных целей. В статье 29 сказано, что ведется протокол заседаний. Какой протокол? Никакого протокола на вашем сайте нет. В статье 29 пункт 2 говорится, что ежегодно готовит доклад по своей деятельности, который содержит данные относительно деятельности, средств, израсходованных для этого, и связь с целями и программой по организации достигнутых результатов. Вот я вам только что об этом сказал. Где? А где ваш доклад? Какая у вас деятельность? Где доклад о средствах, об израсходованных средствах? И связь с целями и программой по организации достигнутых результатов. Нет ничего. Вы красиво на сайте написали, да, слов нет. Вы красиво написали устав, но ваши действия не соответствуют, а очень даже часто противоречат вашему же уставу. Вы нарушаете свой устав. Дальше. И здесь еще
в этом уставе сказано, что доклад о деятельности Туркменского Хельсинского фонда публичен. Таджигуль, ну зачем вы врете? Зачем вы врете? Я перелопатил столько информации в интернете. Я не нашел никаких докладов о деятельности вашего фонда. Ни финансовых отчетов, ни каких-то еще отчетов. Ничего этого нет. Теперь я хочу сказать следующее. Все вы прекрасно знаете, что есть всеобщая декларация прав человека. То, что я сейчас буду говорить, я говорю со всей ответственностью. И если что-то не устраивает Туркменский Хельсинский фонд в лице Таджигуль Бигметовой, вы можете подать на меня в суд. Я подам встречную жалобу, я буду с вами судиться, и я буду доказывать свою правоту. Дальше я... Извините. Дальше я хочу сказать вот что. Когда заходишь на сайт Туркменского Хельсинского фонда, там у них есть такой отдел, я потерял этот отдел, извините, но там сказано вот о всеобщей декларации прав человека сказано. И я вам сейчас прочитаю те статьи всеобщей декларации прав человека, которые были нарушены только лишь в отношении одного меня. Туркменский Хельсинский фонд в лице Таджигуль Бигметовой нарушает всеобщую декларацию прав человека. И это делают абсолютно все правозащитники. Итак, давайте начнем. Статья 1. Всеобщей декларации прав человека. А потом мы с вами обсудим, является ли вообще, вот у меня такой вопрос, а является ли вообще Туркменский Хельсинский фонд правозащитной организацией, или это филиал МНБ, Министерства национальной безопасности Туркменистана? Вот какие-то у меня смутные сомнения по поводу того, что Туркменский Хельсинский фонд является все-таки правозащитной организацией. Итак, в статье 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом, совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Таджигуль, где же ваше братство? Почему вы, правозащитники, считаете себя небожителями, неприкосновенными, что вас нельзя критиковать? Почему? Где вот вы все нарушаете вот эту первую? Вот нет у вас духа братства. Далее, 2 статья. Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей декларацией, без какого-то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений. Таджигуль, из-за того, что я вас критикую, вы не имеете права меня дискредитировать. Понимаете? Вы не имеете права различать меня по политическим убеждениям. Я вам еще раз скажу, Таджигуль, я в Туркменистане, когда работал, я помогал тем, кто вот для меня мне очень много плохого сделал. Я отбрасывал все амбиции, эмоции, все чувства. Я шел и помогал. Вот это настоящий правозащитник. А вы? Большой вопрос. Дальше, статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным и унижающим его достоинство обращению и наказанию. Скажите, пожалуйста, Таджигуль, когда вы себя так высокомерно повели здесь, в Стамбуле, вы не нарушили эту статью? Статья 7. Все люди равны перед законом, имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Я не знаю, у меня просто слов нет. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства
такой дискриминации. А вот теперь вот это подстрекательство. Я вам объясню, чем вы занимаетесь и почему вы нарушаете 7-ю статью Всеобщей декларации прав человека. Вы правозащитники, это мафиозная структура. На самом деле вы мафиозная структура. Вы занимаетесь интригами, подстрекаете. Это же дискриминация. Вот вспомните последние 3-4 года вашей деятельности так называемых правозащитников. Там сплошь дискриминация. Недавнее заявление по поводу Халеева на Туркмен-Ньюс, что будет рассмотрено дело Халеева в ООН. А Пихамберды Аллабердыев, он разве для вас не человек? Или то, что он с ДВТ, а ДВТ вас критикует, это не дискриминация, это Джигуль? Почему вы все такие лживые, а? Почему вы до такой степени все омерзительные? Вот знаете, что я вам скажу, правозащитнички? Вы уехали из Средней Азии и живете в большинстве своем в Европе, кто-то в США. Но вот Средняя Азия из вас никак не выйдет. Вот не выехала из вас Средняя Азия и все. Хочу сказать про статью 13, где сказано, что каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Статья 14. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. И там есть статья 30, Таджигуль. Зайдите, пожалуйста, на свой же сайт и почитайте эту 30-ю статью. А сейчас вам, мои уважаемые подписчики и гости моего канала, я вам вот сейчас со всей ответственностью заявляю, и мы сейчас вместе с вами посчитаем, сколько статей Всеобщей декларации прав человека нарушил Туркменский Хельсинский фонд в лице Таджигуль Бигметовой. Статья 1, статья 2, статья 5, статья 7, статья 13, статья 14 и 30. Таджигуль, вы как глава Туркменского Хельсинского фонда грубо нарушили 7 статей Всеобщей декларации прав человека. Вы не правозащитник. Я вам со всей ответственностью заявляю, вы не правозащитник. Обратите, пожалуйста, на себя внимание и посмотрите, как вы работаете, а точнее не работаете. И я надеюсь, что мои подписчики и гости моего канала меня полностью поддержат в том, что я сейчас сказал и озвучил. Я не прощаюсь с вами, Таджигуль. Я направлю вам письмо с просьбой о помощи. И я посмотрю, какой ответ вы мне пришлете. Я этот ответ опубликую. Я опубликую свое письмо, которое я вам отправил. И посмотрю, кто вы на самом деле. Я больше вам никому из этих таких вот грантописчиков, правозащитников, я не позволю вам больше молчать. Я заставлю вас работать, либо я дам вам пинка под зад. Ну что ж, уважаемые подписчики и гости канала, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу вот такой нехорошей ситуации в отношении Туркменского Хельсинского фонда, в отношении Таджигуль Бигметовой, которая нарушает Всеобщую декларацию прав человека. И напишите, пожалуйста, вот мне очень интересно будет почитать, считаете ли вы Туркменский Хельсинский фонд правозащитной организацией. Я буду вам очень благодарен, если вы мне ответите. Не прощаюсь, мы с вами увидимся и еще не раз вернемся к теме Туркменского Хельсинского фонда. Удачи вам, ребята!